Добрый день, друзья! С вами юрист Валерий Табаков. Сегодня мы разберем сложную ситуацию, связанную с делом об убийстве Ирины Фарион, в котором обвиняют Вячеслава Зинченко. Это дело привлекло внимание общественности, и, к сожалению, в последнее время вокруг него возникли споры, которые касаются не только юридических, но и этических аспектов работы адвокатов. В этом видео я хочу рассказать, что происходит, проанализировать ситуацию с точки зрения закона и адвокатской этики, а также предложить пути решения, чтобы защитить интересы клиента и обеспечить справедливый судебный процесс. Тема сложная, я хочу разобрать ее подробно, чтобы вы поняли, как работают юридические механизмы и почему так важна адвокатская этика. Если вы интересуетесь правом или следите за делом Зинченко, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите свои вопросы в комментариях. Поехали! Для начала разберем, что происходит в деле Вячеслава Зинченко. Это уголовное дело, которое вызвало широкий общественный резонанс. Вячеслав Зинченко – фигурант процесса, и его защиту обеспечивают несколько адвокатов. Однако недавно в группе поддержки, которая объединяет людей, следящих за этим делом и поддерживающих Вячеслава Зинченко, произошел раскол. Одна часть группы поддерживает адвоката Игоря Сулиму, который играет ключевую роль в защите Зинченко. Другая часть выражает недовольство его действиями и поддерживает другого адвоката Юрия Немировского, который ранее активно участвовал в процессе, но сейчас фактически отсутствует на заседаниях. Этот раскол вызвал много вопросов, почему адвокаты не могут работать вместе, что привело к конфликту и как это влияет на защиту Зинченко. Давайте разберем ситуацию шаг за шагом. Начнем с ключевого эпизода, который стал причиной споров. Юрий Немировский, адвокат Зинченко, в ходе одного из судебных заседаний подал ходатайство. В нем он указал на наличие двух видеоматериалов в материалах досудебного следствия, которые, по его мнению, имеют важное значение для защиты. Согласно ходатайству, на этих видео человек, которого следствие идентифицирует как Зинченко, появляется в одном кадре одновременно в двух местах, на разных сторонах улицы. Это очевидно может поставить под сомнение выводы следствия и стать ключевым доказательством в пользу защиты. Немировский сначала заявил это ходатайство устно, попросив суд обязать сторону обвинения предоставить эти видео для изучения. Однако сторона обвинения отказалась, и суд предложил Немировскому оформить ходатайство в письменной форме, что он и сделал на следующем заседании. Это абсолютно законное действие адвоката, предусмотренное статьей 20 Уголовного процессуального кодекса Украины, которая гарантирует право защиты запрашивать и предоставлять доказательства. Однако по имеющейся информации это ходатайство вызвало разногласия. Часть группы поддержки и, предположительно, адвокат Игорь Сулима посчитали, что подача такого ходатайства в тот момент была преждевременной. По их мнению, это могло повлиять на стратегию защиты. В результате возник конфликт, который привел к тому, что Зинченко устно отказался от услуг Немировского. Но здесь начинается юридическая коллизия. Согласно статье 27 Закона Украины об адвокатуре и адвокатской деятельности, клиент имеет полное право отказаться от услуг адвоката,
Это его законное право, и никто не может заставить человека работать с адвокатом, которому он не доверяет. Однако, такой отказ должен быть оформлен надлежащим образом. В данном случае Зинченко сообщил Немировскому об отказе устно, но до сих пор не подал письменное ходатайство в суд, как того требует процедура. Что это значит? Формально Юрий Немировский остается адвокатом в деле, но он перестал посещать судебные заседания. Это создает правовую неопределенность. С одной стороны, Немировский действует в рамках закона, требуя письменного подтверждения отказа, чтобы защитить свои права как адвоката. С другой стороны, его неучастие в заседаниях может быть воспринято как нарушение статьи 12 правил адвокатской этики, которая обязывает адвоката добросовестно выполнять свои профессиональные обязанности. Здесь возникает вопрос, кто несет ответственность за эту ситуацию? Зинченко, который не оформил отказ, Немировский, который не ходит на заседание, или, возможно, есть другие обстоятельства, которые мы пока не знаем. Как юрист я считаю, что подобные ситуации требуют открытого диалога между всеми сторонами, чтобы избежать ущерба для дела клиента. Теперь перейдем к адвокату Игорю Сулиме. По информации из группы поддержки, Сулима предположительно был против подачи ходатайства Немировским и считал, что такие действия нужно отложить. Это не является нарушением закона, если это было согласовано с клиентом, так как адвокат имеет право предлагать стратегию защиты, которая, по его мнению, будет наиболее эффективной. Однако, если Сулима инициировал отказ Зинченко от услуг Немировского, чтобы реализовать свою тактику, это может быть воспринято как нарушение принципа коллегиальности, закрепленного в статье 5 правил адвокатской этики. Кроме того, в группе поддержки ходят слухи, что Сулима якобы обвинил Немировского в торговле материалами дела. Если это правда, такие обвинения очень серьезны. Без доказательств они могут быть квалифицированы как клевета, согласно статье 151 Уголовного кодекса Украины, а также как нарушение статьи 14 правил адвокатской этики, которая запрещает адвокатам публично дискредитировать коллег. Я подчеркиваю, без доказательств такие утверждения недопустимы и наносят ущерб репутации адвоката. Еще один момент, который обсуждается в группе поддержки, касается личных взглядов Сулимы. Некоторые утверждают, что его позиция или позиция его близких может создавать конфликт интересов, особенно учитывая, что родители Зинченко являются русскоязычными гражданами Украины. Я хочу четко заявить, личные взгляды адвоката или его семьи не имеют никакого отношения к делу, если нет доказательств того, что они влияют на профессиональную деятельность. Согласно статье 10 правил адвокатской этики, адвокат обязан избегать конфликта интересов. Но спекуляции о личной жизни без фактов являются неэтичными и недопустимыми. В чем суть конфликта интересов возможного? Жена Сулимы, Ольга, на своей Facebook-страничке публикует посты, которые можно квалифицировать как призывы к дискриминации
русскоязычных граждан Украины. Поэтому у части группы поддержки Зинченко возникает вопрос, а не влияет ли позиция Ольги Сулимы на позицию Игоря Сулимы? Ну, пусть этот вопрос останется пока без ответа. Итак, что мы имеем? Конфликт между адвокатами, раскол в группе поддержки и правовую неопределенность с участием Немировского в деле. Как юрист я предлагаю следующие шаги для решения ситуации. Первое. Юрию Немировскому. Если вы остаетесь формальным адвокатом в деле, вам следует либо возобновить участие в судебных заседаниях, либо добиваться четкого оформления отказа клиента. Непосещение заседаний создает впечатление самоустранившегося адвоката, что может быть воспринято как нарушение этики. Игорю Сулиме важно обеспечить коллегиальное взаимодействие с другими адвокатами и сосредоточиться на интересах клиента. Если есть разногласия по стратегии, их нужно решать в рамках профессионального диалога, а не через публичные обвинения или давление на клиента. Вячеславу Зинченко, если вы приняли решение отказаться от услуг Немировского, оформите это письменным ходатайством в суде, чтобы избежать юридической неопределенности. Это в ваших интересах. Группе поддержки призываю вас объединиться ради общей цели – защиты Вячеслава Зинченко. Раскол в группе и публичные спекуляции только вредят делу. Если у вас есть факты или доказательства нарушений, передавайте их в соответствующие органы, например, в квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры. Друзья, дело Вячеслава Зинченко – это пример того, как юридические и этические вопросы переплетаются в сложных процессах. Адвокаты играют ключевую роль в защите прав клиента, но их действия должны соответствовать не только закону, но и высоким стандартам профессиональной этики. Конфликты между адвокатами, если их не решать конструктивно, могут нанести ущерб делу и подорвать доверие к правосудию. Я призываю всех участников процесса, адвокатов, клиента, группу поддержки действовать сообща, чтобы обеспечить справедливый судебный процесс. Если у вас есть вопросы, мнения или дополнительная информация, пишите в комментариях. Давайте обсуждать это открыто, с уважением к закону и этике. Подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе юридических разборов и новостей. Спасибо за внимание. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч!